Тельцы, мои хорошие, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами смотрим ваш второй прогноз на 2025 год. Это у нас будет год зеленой деревянной змеи, поэтому мы будем смотреть, какие события отыграются. И данный расклад у нас будет с точки зрения прогностики, то есть какие события наиболее вероятно у вас образуются, осуществятся, произойдут. Но позже я еще буду писать расклад для вас 12 задач года в год змеи по домам натального поля гороскопа, чтобы посмотреть, что нужно проработать, на что обратить внимание и где, так сказать, что подкорректировать, дабы год прошел у вас максимально успешно. Прежде чем мы с вами приступим, хочу напомнить, что в принципе, под каждым из видео для вашего знака зодиака в первом закрепленном комментарии я оставляю полезные видео для вас, которые будут актуальны, допустим, в течение года. И сейчас вы уже можете взять и проанализировать расклады за 2024 год. Для чего? Это кому-то из вас поможет определить, резонируете ли вы вообще со мной, и я с вами как практик, какие расклады у вас в большей степени отыгрываются там по Солнцу или асценденту. То есть для этого вы можете посмотреть и то, что у вас по Солнцу было, и по асцендентному знаку, и сопоставить, какой расклад для вас наиболее созвучен. Сейчас же мы с вами будем делать годовой расклад, выполнять по моей авторской методике на 2 колодах. Единственное, что у меня сейчас поле для расклада несколько меньше, поэтому каждую сферу будем с вами смотреть, анализировать в отдельности. Ну и уже знаю, что будете писать в комментариях, где запечатка желания. Запечатка желания мы с вами будем его проводить в другом раскладе. 12 задач в год змеи, поэтому кому актуально, потом посмотрите. Что ж, приступаем. Будем оценивать, что принесет вам год змеи, какие задачи, какие перспективы и в целом, чем удивит, чем порадует. Итак, в первую очередь мы с вами оцениваем сферу работы, бизнеса, карьеры, учебы. Что же у вас здесь, тельцы? Что вас ожидает? Так. Сейчас мы эту карту раскроем и будем читать все вместе. Итак, тельцы. Ведущим арканом, который у вас падает на сферу работы, бизнеса и карьеры, является аркан Суд. И основная связка карт, которые у вас выпала, как мы видим, 2 монет, 7 мечей и туз монет. О чем это говорит? Во-первых, для некоторых из вас это может быть указание на смену ниши деятельности. Для кого-то возврат в прежнюю нишу или на прежнее предприятие. Для кого-то может быть ситуация несколько отыгрываться в другом ключе. Ну, например, вы независимый специалист или фрилансер из серии бухгалтер, который одномоментно может работать на ряд предприятий. То есть к вам могут вернуться какие-то заказчики из прошлого или организация, в которой вы работали, и попросить вас с ними взаимодействовать. Потому что 2 монет – это не просто ситуация сопоставить и сравнить, но и тот аспект, когда вы одномоментно можете тянуть 2 ниши деятельности, реализации, там, работу и хобби, или 2 вида бизнеса. Естественно, вас здесь в этой ситуации смущает 7 мечей. Я ее, безусловно, дополню и уточню, дабы посмотреть, о чем здесь идет речь. И что здесь? 7 мечей и королева мечей – это ситуация, которая говорит о следующем. Дабы у вас все было чисто и гладко в плане работы, желательно, чтобы вы официально были трудоустроены, или если это своя деятельность, свой бизнес, чтобы все было официально, легально, желательно без, так сказать, второй бухгалтерии, потому что это будет чревато какой-то или проверкой по наводке. Какими-то такими факторами, которые просто могут вам, знаете, как измотать душу и нервы. Тем более карта Суд сама по себе иногда может указывать на какие-то судебные процессы, будь то там выяснение взаимоотношений с работодателем или с там, налоговой, еще с кем-то. То есть, знаете, как судиться, отстаивать свои интересы. Но основной момент – туз монет. Туз монет – это всегда рост. Это если вы возвращаетесь на прежнее предприятие, то на лучших для себя условиях.
Это ставка, которая выше, это должность, которая для вас более привлекательная. Это условия труда, которые, ну, для вас действительно решают многое. То есть, иными словами, кто-то здесь может, повторюсь, как одномоментно совмещать. Но и еще о чем говорит здесь семерка мечей. Это не о вопросах предательства или обмана по отношению к вам. Хотя если таковое имеет место быть, то вы это будете решать в рамках правового поля. Например, там судиться с работодателем и так далее. Здесь это, знаете, как ты ко мне, так и я к тебе. Потому что справедливость– мера, весы. Иными словами, если вы видите, что работодатель вас каким-то образом там угнетает, использует, то да, вы здесь можете пойти в банк и поступить таковым же образом. Например, перейти в другую фирму и организацию, прихватив с собой клиентскую базу или, скажем так, не озвучив по ситуации, что вы будете увольняться, а сами себе подыскиваете рабочее место, которое, ну, скажем так, для вас будет более перспективным, нежели нынешнее. То есть отыграться, отозваться может в любом ключе, в любом формате, но мы сейчас также посмотрим для каждого из вас, как эта связка арканов будет именно для вас звучать. Те, кто у нас сейчас не работает или по ряду причин работать не могут, что здесь? У вас аркан император. По императору, как правило, тем более у нас основная карта это суд, это ситуация, когда вы зависите от финансово, допустим, от семьи, то есть от супруга, от отца, от брата. Реже тот аспект, когда вы можете работать сами на себя, но периодически. И видите, семерка мечей это как не декларировать доход. Но вам это придется делать. Объясню почему. Потому что семерка мечей и туз монет это могут часто заходить платежи, пусть они небольшие, или может быть разово, но крупные суммы. И так или иначе вам придется задекларировать ваши заработки, дабы вы потом не имели проблем. Но в целом, если посмотреть, основная ваша задача, это, знаете, как мой дом, моя крепость, это быт, это тыл. Ну и в некоторых случаях это может быть ситуация семейного подряда, семейного бизнеса, который вы также будете здесь активно развивать. Часто, кстати, вот в комментариях пишут, вы снимаете расклады не для серой массы, да, то есть там для тех, у кого там бизнесы и так далее. Ребят, нет. То есть из серии, даже если вы там бюджетник или у вас небольшой доход, иными словами, вы что-то можете, знаете, как начать делать, там, не знаю, там, преподавать, обучать, может быть, там, писать кому-то из серии, не знаю, там, рефераты или помогать с какой-то работой, может быть, кому-то что-то там шить на заказ, вязать на заказ, все что угодно. То есть на самом деле ситуация реализации у каждого может быть разная. Самое главное это увидеть. Уметь это не просто ухватить, но и грамотно реализовать. Посмотрим ситуацию для тех, кто является соискателем. Что у вас? Так, у вас шестерка чаш. Ну, действительно, здесь может быть возврат в прежнюю нишу, на прежнюю работу. То есть могут позвать, пригласить коллеги или предыдущий работодатель. Или в целом это может быть не прежняя компания, а ниша, в которой вы работали ранее. Ну, из серии вы там были экономистом. Потом решили перепрофилироваться, получили другое образование, пошли в другую нишу, но сейчас понимаете, что как бы или ситуация так пришла, или ваше образование актуально. То есть вы можете, так сказать, наново окунуться в те действия, в ту деятельность, которой занимались ранее. Еще шестерка чаш это по сути круг нашего общения, наше окружение. Конечно же, в первую очередь друзья и родственники, люди прошлого, но они могут вам поспособствовать в вашем трудоустройстве. Поэтому не списывайте их со счетов. И если вам нужна их помощь, поддержка в реализации ваших планов, то смело можете обращаться к ним за помощью. Для тех, кто является наемным сотрудником, у вас аркан смерть, перемены. Сейчас буду дотягивать какого плана перемены, чтобы было ясно. Ну, вот то, о чем я вам говорила, смотрите, смерть жрица. Ситуация, когда вы, знаете, как вас обидели или задели, и вы будете вынашивать, выискивать ситуации, способы, не то чтобы как насолить работодателю, а, знаете, поступить той же монетой. То есть, иными словами, вы действительно можете готовить себе пути отхода и просто в один прекрасный день не выйти без объяснений причин, без отработки. Сейчас мало кого волнует трудовая книжка, в большинстве стран это, не актуально, поэтому здесь, это, знаете, как поступить в том же ключе. Да.
Может быть, это в некоторых странах невозможно сделать, но сам факт, смерть и жрица – это как заявить о своем уходе. То есть вынашивать какие-то планы или идеи, которые для вас более целесообразны. Еще в положительном ключе. О чем здесь говорит семерка мечей? Она частично чем-то перекликается с арканом жрица. То есть если вы работаете в какого-либо рода закрытых организациях, лабораториях, там, военно-оборонпром, там, или какие-то, не знаю, изобретение каких-то препаратов, фарма, биоинженерия, то здесь, как показывают карты, вы действительно можете быть перепрофилированы, то есть вас могут повысить, перевести в какой-то отдел. И это сулит вам повышение, новые перспективы. Но это все будет сокрыто. Опять же, могут вам дать подписать какой-то контракт о неразглашении. Но в любом случае суд – это фаза роста. То есть здесь будут знаковые перемены в нише работы, бизнеса и карьеры. Смотрим ситуацию для тех, кто владеет собственным делом. Что здесь? Так, у вас солнце, вы сами как солнышко, зажигалочки. Это медийность, это известность, это процветание, это хороший доход, это ситуация, когда нашли себя, свое дело по душе. И знаете, за счет этого возрождаетесь, потому что суд и солнце – это как возродиться, переродиться, напитываться новой энергией, получать новые возможности. Поэтому здесь у кого свой бизнес, это, знаете, как расширение и, как мы видим, шикарные перспективы. Опять же, что такое солнце? Это, безусловно, если смотреть в контексте этих арканов, это вкладывать в ребрендинг вашего дела, вашего предприятия. Знаете, как чтобы о вас заговорили. То есть это роскошь, это красота, то, что вам присуще. Знаете, как узнаваемый стиль. Потому что солнце, это, знаете, как, уже сразу ясно, понятно, кто, где и что. Из серии вы там взяли сумку какого-то бренда, да, уже как бы это читаемо, что это за бренд. То есть вы можете создать какой-то такой продукт или, может быть, услугу, которая тоже будет о вас говорить, как о бренде. То есть ваша задача создать свою миссию, ту миссию, которую вы несете людям, в социум. Вот такая у вас ситуация по работе. Сейчас будем смотреть финансы, что с финансами. Так, карта прям выпала сама, вылетела, секунду. Подниму ее. Карта, которая вышла, аркан Колесница. Будем раскрывать, будем смотреть. Но раз вышла, значит так идет информация, значит так нужно. Хорошо. Что здесь? Что у вас здесь? Так, уточню сразу десятку мечей, чтобы было ясно, о чем идет речь, и дно колоды. Итак, колесница. Как правило, это ситуация, когда деньги приходят из двух источников дохода. Сама по себе колесница – это карта роста, увеличения ваших ресурсов, но и вместе с тем это значительные траты. Почему? Потому что колесница – это активность. Деньги должны работать, деньги должны двигаться. То есть, знаете, как не успели получить, во что-то инвестировали, за что-то заплатили. То есть по этим картам я не могу сказать, что вы особо эти деньги будете держать в руках или на что-то откладывать. Почему? Специально вот дотянула вам арканы, чтобы вы видели. Шестерка монет, туз жезлов, десятка мечей. Я десятку мечей уточняла. И аркан звезда. О чем речь? Итак, шестерка монет. Во-первых, финансовую помощь, благодеяние. Кто-то может оказывать вам какую-то поддержку, инвестиции, меценатство. Тем более туз жезлов и десятка мечей, когда у вас нет ресурса на новый проект. Но из серии шикарная бизнес-идея, бизнес-план. Но нет, знаете, как стартового капитала для ее реализации. Так вот, вы можете найти такого мецената, спонсора, инвестора, который поможет вам в этом вопросе, видите, в реализации вашей мечты. Еще... Если смотреть и читать эти карты, для того, чтобы был рост денег, так сказать, они удваивались, приумножались. Вот посмотрите на карту, чтобы было ясно. Вам также нужно заниматься вопросами благотворительности, давать какую-то поддержку и материального характера, и морального характера тем, кто в ней нуждается. Потому что туз жезлов и десятка мечей – это когда человеку какой-то импульс или шанс в состоянии, знаете, как полного раздрая и потерь всего и вся. И, как ни странно, ваши мечты и желания здесь будут осуществляться. Почему? Потому что данная концепция, данная связка карт показывает, что ваши желания будут идти, то есть Вселенная вас будет слышать. Карта умеренности, или здесь это карта Архангела, она указывает на то, что
Вселенная будет вам помогать, если вы помогаете другим людям. Иными словами, вашими руками вы будете творить дела Господа. Поэтому здесь очень-очень это важно. Знаю, что многих испугала десятка мечей, специально дотянула, чтобы увидели. То есть дотянуться до мечты. И с финансовым планом здесь проблем не вижу. Тем более туз жезлов для кого-то в рамках этого года это может появиться новый источник дохода или новый способ заработка, новая идея. Причем по шестерке монет кто-то вам поможет в этом, то есть подскажет относительно ее реализации. Дерзайте, пусть так и получится. Искренне в это верю. Сейчас закроем с вами финансы. Так. Будем переходить к вопросам состояния здоровья. Что там? Так, здоровье. О чем идет речь? Так, здоровье. Здоровье, аркан, умеренность. Мы сейчас его с вами дополним, раскроем, так сказать, уточним, что здесь по здоровью. Так. Пятерка жезлов, рыцарь чаш и король монет. Что такое пятерка жезлов? Пятерка жезлов – это борьба в какой-то степени со своей ленью, со своим нежеланием что-то менять, отсутствием активности. Рыцарь чаш и король монет. Вот вообще, если мы оценим эту триаду карт, по здоровью все в порядке, все хорошо, но для того, чтобы оно действительно было вообще прекрасным, умеренность нас всегда призывает соблюдать баланс. Баланс отдыха и работы, баланс нагрузок и, допустим, ситуация, когда мы можем позволить себе чего-то лишнего, там, лишнего выпить, лишнего съесть. Потому что рыцарь чаши, король монет – это в большей степени вопросы желудочно-кишечного тракта, в частности, это печень и желчный пузырь. А пятерка жезлов – это ситуация, когда вам нужна помощь, нужен детокс, потому что, как правило, это воспалительные процессы. Еще поджелудочная железа, которая может не справляться с той нагрузкой, которую вы ей оказываете. В остальном же, что такое умеренность? Опять же, приводим в состояние покоя ваш внутренний мир, ваш психоэмоциональный ресурс. То есть это больше медитации, для кого-то молитв, у кого-то йога, для кого-то, может быть, арт-терапия. Но опять же, с точки зрения вопросов состояния здоровья и физических нагрузок, это больше такой легкий, спокойный, умиротворенный спорт. То есть это не активные виды деятельности, там бокс, не знаю, там тэквондо, карате. Я не говорю, что они не должны присутствовать в вашей жизни. Да, но в большей степени уделять акцент и момент на расслабление всех ваших органов, вашей психоэмоциональной системы, чтобы здесь не было перенапряжения. И тогда у вас сами, не то что сами по себе, но будет улучшаться состояние и пищеварительной системы, и гормональной системы, потому что у вас это здесь все завязано воедино. Но если оценить, есть ли какие-то риски, имеет ли смысл обратить особое внимание на что-то по здоровью, я бы сказала так. По умеренности это перевести в состояние баланса или комфорта то, что у вас не устраивает самих себе. К примеру, у вас может быть там проблема с дыханием, да, то есть вы одновременно можете делать ринопластику с целью устранения этой проблемы и как бонус, как дополнительный фактор, если есть какая-то проблема в плане внешности, да, улучшить свои визуальные характеристики. Или там стоматология, или что-то еще. То есть это должно быть сопряжено и с вопросами здоровья, и с вопросами внешнего вида. Потому что пятерка жезлов иногда это то, с чем вам сложно бороться. Может быть, для кого-то лишний вес. Или там проблема со зрением, на которую вы длительный период забивали, откладывали. То сейчас нужно убрать это внутреннее противоречие и фактор внутреннего раздражения и злости на самих себя, что вы это все откладываете в долгий ящик, и не позволяете себе своевременно решить этот вопрос, эту задачу. Вот такая ситуация по здоровью. Так, смотрим с вами далее. Анализируем личную жизнь. Что по личной жизни? Что у нас здесь? Луна. Уточним, что здесь по Луне. Так. Тут у нас карты двора и дно колоды двойка мечей. На что-то закрыть глаза. Сейчас будем смотреть, о чем идет речь.
Итак, Луна на самом деле с точки зрения личной жизни это не только переживания, страхи, это какие-то комплексы, которые может вам насадить ваш партнер или партнерша. Это ситуация, когда, может быть, падает шор из глаз, и вы перестаете идеализировать вашу вторую половину. Это ситуация, когда вы устали, может быть, что-то замалчивать, какие-то обиды, и можете это озвучивать. И здесь, знаете, как не страх потерять партнера или партнершу, потому что, обратите внимание, здесь волк не воет на Луну. То есть, это, знаете, как дитя ночи, здесь все стабильно, все спокойно, уверенность в себе. Это больше, знаете, как ситуация, когда вы смотрите страху в глаза, своим проблемам или своим переживаниям. Ну, из серии, если вы боялись потерять партнершу или партнера, вы можете сказать там, если уходи, если человек манипулирует. И самое главное, человек не уйдет. Или если вы боялись о чем-то поговорить и ситуацию озвучить, то здесь необходимо пролить свет, проявить инициативу, знаете, как довести дело до конца. Смотрим, о чем здесь речь. Королева чаш, король жезлов и колесница. Итак, помимо всего прочего, еще забыла здесь сказать, Луна у нас аркан, хоть и многие его трактуют как вопросы или там верификация измены, обмана, фальши. Здесь, как мы видим по арканам, никакого обмана, адюльтера, измен нет. Сейчас даже давайте с вами посмотрим, что здесь. Пятерка мечей – это больше ситуация, когда вы не готовы прощать или закрывать глаза на какие-то промахи, на какие-то, может быть, обвинения или на какую-то фальшь, недосказанность или ложь. Но эта ложь не обязательно может быть сопряжена с каким-то адюльтером. Это может быть ложь в каких-то мелочах или обман там в деньгах или в каких-то факторах. То есть здесь вы устанете, знаете как, принимать то, что вас не устраивало, будете жестко и резко по-живому это озвучивать, доносить. Потому что что такое королева чаш? Это, знаете, как держать себя в состоянии покоя. Король жезлов – это амбиции, которые берут над вами вверх, и колесница, это, знаете, как я сам хозяин своей жизни. То есть я веду упряжку так, как мне комфортно. Для некоторых это может быть еще ситуация съехаться вместе, пробовать начать жить. Почему? Потому что Луна у нас карта также семейного очага. В некоторых случаях даже продолжение рода. Для тех, кто у нас в семье, вы будете спрашивать, о чем тогда здесь идет речь. Да? Если у тех как бы понятно, давайте смотреть, дотягивать. Вот снова это двойка мечей. То, на что вы закрывали глаза, паж мечей – это попытки проанализировать, что вас не устраивало, почему вы это замалчивали и почему вы боялись решить этот вопрос. То есть тройка жезлов – это социализация, донести, озвучить, не бояться. И если партнер принимает ваши там, не знаю, замечания, может быть, какие-то укоры, то вы вместе движетесь по жизни дальше, знаете, в совместной упряжке. Если, допустим, человек будет это принимать в штыки, то что такое восьмерка монет? Это из серии, знаете, как «живи как хочешь, я переключусь на свои цели, на свои задачи», потому что восьмерка монет – это выстраивать свою жизнь так, как комфортно вам. В особенности это может быть сконцентрированность на вопросах работы, заработка, простите, как есть, по-другому озвучить здесь не могу. Поэтому да, так будет отыгрываться в этом ключе эта ситуация. Берите себе на заметку. Но если кто-то здесь сомневался, переживал, как будет отыгрываться каждый аркан или ситуация для вас, давайте посмотрим для разных социальных групп. Оцениваем для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Что здесь? Паж монет. Паж монет и дно колоды четверка монет – это ситуация, когда вы будете держаться за новый союз, новое партнерство, новую связь. В чем подвох? О чем тогда здесь говорит Луна? Это постоянно будут внутренние переживания и страхи, что избранник или избранница рядом с вами находится с позиции каких-то меркантильных интересов или зоны комфорта, которую вы даете человеку. То есть вы будете постоянно, знаете, как с оглядкой назад, а любят меня за то, что я такой, какой я есть, или за какие-то блага. То есть это будут попытки для себя прояснить, выяснить эту ситуацию. Но вместе с тем, если смотреть по картам, ваши опасения здесь будут напрасны, потому что карты-то у нас идут не финансовые, не карты корысти, расчета или обмана. Поэтому колесница и здесь четверка монет – это ситуация, когда вы и дальше будете идти в упряжке жизни, то есть выстраивать союз и развивать ваши отношения. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Что могу сказать? Наша песня хороша, начиная сначала. У вас карта Луна, и здесь тройка чаш. То есть все останется, как и было,
по-прежнему, без изменений, сокрытый тайный союз, но тем не менее вас будет устраивать такова ситуация, такое развитие событий. Так, то, что идет у нас по ситуации для тех, кто у нас состоит в стабильных союзах. То, о чем я говорила, девятка монет. Это осознать свою значимость, это рост самооценки, это самодостаточность. Это тот аспект, когда избранник или избранница не могут вам навесить какие-то ярлыки, внушить какие-то комплексы. Потому что вы сами знаете, на что вы способны, знаете, за что вас стоит любить и ценить. То есть это, знаете, как независимость и самодостаточность, которая будет настолько проявляться в вашем союзе вовне, что вашему партнеру или партнерше придется задуматься над тем, стоит ли вас терять, стоит ли показывать какое-то свое фетом или свои амбиции. Здесь нацеленность на результат, на то, чтобы вас ценили и ваши отношения перестроили по-другому. Вот такие здесь моменты по личной жизни. Давайте с вами теперь посмотрим неожиданные события. Что было здесь по неожиданным событиям на 2025 год. Так. Отшельник. Сейчас мы его уточним, о чем идет речь. В чем здесь заключается неожиданность событий. Так. А вот здесь рыцарь монет, жрец и аркан луна. Для кого-то будет очень важным, прям, знаете, как красной нитью через весь год. Поиск своего наставника, как я говорю, своего душеприказчика. Для кого-то священнослужитель, для кого-то просто человек, знаете, как ваш гуру, друг, единомышленник, помощь, поддержка, соратник. Или если смотреть, даже может быть учитель, тренер. То есть, иными словами, человек, который делает вашу жизнь стабильной, мудрой, то есть является для вас не просто, знаете, как провидцем, а дает мудрые советы или оценку со стороны. Но не сам по себе лезет в вашу жизнь, а в том случае, если вы запрашиваете. Опять же, эта связка карт может указывать на желание и стремление углубиться в какую-либо религию. Вопросы духовенства. У кого-то может быть стоять вопрос смены веры или обретения веры, если вы были ранее атеистом. Вопросы крещения, если то есть у вас не было такового обряда, это может быть осознанное желание, то есть принять какую-то веру, потому что жрец и луна – это или смена веры, или принятие веры, то есть войти в какой-то пантеон. И по рыцарю монет в нем длительный период находиться, получать какую-то поддержку, защиту от высших сил. Еще рыцарь монет, жрец и луна – это может быть осознанное, взвешенное решение, то есть остепениться, да, выстраивать с кем-то отношения. Потому что по отшельнику здесь не позиция, что вас там утомило одиночество. Здесь это, знаете, как мудрость жизни или ваш жизненный опыт, с которым хочется поделиться, то есть с другими людьми. Еще, если смотреть по этим арканам. Жрец и луна в связке с рыцарем монет – это в целом углубляться в какие-либо знания. Безусловно, это также может быть вопросы эзотерики, теософии, философии, то есть углубиться в причинно-следственные связи, найти ответы на то, что вас длительный период беспокоило или волновало. Опять же, по отшельнику углубиться или уделять больше себе времени на те вопросы, задачи, на то, что вы любите, на то, что, возможно, ранее не хватало времени. И если у вас есть возрастные зрелые родственники, то по этим арканам это оказывать им помощь, протекцию, вопросы опекунства, поддержки. То есть, знаете, как за малыми детьми, по-другому здесь не скажешь. Так, вот такая у вас неожиданность года. Мы сейчас с вами оценим, посмотрим, что у нас с вами идет как карта года. Карта года. Дурак. У вас, кстати, очень созвучно с предыдущим знаком зодиака, с овнами. У них тоже на карту года выпал аркан Дурак. Давайте смотреть. Раскрывать, как для вас откроется эта карта. О чем она говорит. Так. Тройка жезлов, паж жезлов, королева монет. Для кого-то в прямом смысле слова может ознаменоваться появлением детей или внуков.
то есть изменение вашего статуса, или вы можете неожиданно для себя взять над кем-то вопросы опекунства. Реже это может отыгрываться как появление питомца в доме, то есть как новый член семьи. Ну, а еще для девушек и женщин, поскольку здесь выпала ваша карта сигнификатор, тройка жезлов, паж жезлов и королева жезлов, и здесь дурак. Это вопросы обновления, омоложения, то есть больше внимания уделять внешнему виду, своему состоянию здоровья, потому что сконцентрироваться, знаете, как новый путь, новое я. Ребенок говорит, ну вот паж жезлов, о том, чтобы быть более энергичными, молодыми, подвижными. А тройка жезлов – это больше социализации. Имеется в виду тех проектов, которые вы ставили себе. Но это касается больше как вашего самовыражения, творчества. Ну и серии. Для кого-то могут быть фотосессии, для кого-то, там, не знаю, поход на танцы. У каждого свое. Для мужчин о чем это может говорить? Также это могут быть вопросы отцовства или ситуация, когда вы там становитесь дедом, если у вас уже так по возрасту подходит. Но и по дураку это может быть для вас появление новой женщины, которая для вас станет оплотом стабильности, покоя, уюта и независимости. То есть видите, как обновление, идти в новое. Вот такая у вас карта года. Оценим еще с вами карту совет. Что на совет здесь будет идти? Так. Совет. Ох, совет жрица. Жрица, безусловно, у нас крайне многогранна. И с точки зрения совета она как раз говорит о том, что познайте себя, найдите ключ к себе или к своему внутреннему миру. Иными словами, слушайте свою интуицию, свое подсознание, свое бессознательное. Или работайте с ними. Ну, из серии, если у вас есть какие-то травмы детства, блоки, неприятие чего-либо или ситуация, которая вас триггерит, и вы не можете забыть, то даже можно поработать с гипнологом, который, так сказать, поставит вам точку на этом вопросе. Не могу сказать, что сотрет из вашей памяти, но каким-то образом поможет вам от этого избавиться. Еще жрица, конечно же, это, знаете, как не делитесь вашими планами до тех пор, пока вы их не реализуете, пока вы их вынашиваете. То есть пусть это будет секретом, сюрпризом и загадкой для остальных. Опять же, жрица – это, как бы это ни странно, своевременные чекап-листы, потому что это карта познать сокрытое, то есть как, может быть как плановая диагностика или проверка, хотя это больше относится к аркану правосудия, но тем не менее, жрица как аркан медицины также с этим сопряжена. Поэтому следите за своим здоровьем. И если что-то беспокоит, не отмахивайтесь рукой, а уделите этому должное внимание. Опять же, в плане совета, если вас тянет познавать что-то сокрытое, неизвестное, эзотерическое, смело действуйте в этом направлении. Или если вы себе ищете наставника в этой нише, в этой среде, опять же, смело, так сказать, ищите. Знаете, как на любого ученика, который ищет, найдется учитель. То есть и здесь, если вы созрели, время пришло, то сама Вселенная даст вам наставника, который поможет разобраться в любых вопросах. Если вы сами эзотерик, то имеет смысл по аркану жрица выходить в широкие массы, делиться информацией с миром, с социумом, нести полезное, да, обществу. И жрица у нас зачастую еще часто указывает на ситуацию, связанную с сохранением чужих тайн, информаций, или если вы работаете в каких-то закрытых лабораториях или тайных организациях, там, может быть, в военных организациях, это как вопрос подписания контракта о неразглашении, то есть скрывать что-то, свой образ жизни или, может быть, какие-то свои личные данные, ну, в силу профессии, обстоятельств. Будем сейчас смотреть, что здесь по факту. Что у вас здесь по факту? Ну, основной посыл, если смотреть по этим арканам, 4 монет – это держать свое при себе. Или вот в вашем случае, по крайней мере, в рамках этого года, это будет звучать как «счастье любит тишину». Потому что ангел-хранитель будет оберегать вас, ваши цели и желания, и помогать вам их достигать, реализовывать. Если вы знаете, как тихо, маленькими шажочками будете, знаете, как стремиться исполнять задуманное. Не трубить всем и вся, сначала реализовать, а потом, допустим, уже это оглашать. Опять же, жрица у нас также связана с духовенством и религией. Если вы понимаете или осознаете, что вы созрели, или вам хочется принять какую-то религию, или сменить религию, потому что вас это сделает более защищенными, целостными, структурными, то действуйте, потому что данные перемены вам будут во благо.
То же самое касается в плане паломничества по каким-то святым местам или местам силы, потому что это то, что делает вас целостными, дает как сохранение вашей энергии. И сам по себе аркан умеренности шестерка мечей указывает вот как раз на посещение таковых мест. Опять же, если хотели себя реализовывать, то смело действуйте, здесь все будет получаться. Итак, мои хорошие, вот такой у вас предстоит год. Не знаю, порадует он вас или нет. Вы напишите потом это впоследствии, но искренне верю в то, что все ваши надежды, чаяния, мечты в обязательном порядке осуществятся. Вы, пожалуйста, не забудьте или в процессе, в течение года, или по прошествии времени написать, отозваться, как для вас отыгрался расклад, отыгралась информация, насколько она была созвучна с вами, то есть какие перемены произошли. Потому что для меня это также важно и значимо. Поэтому буду ждать от вас весточки. Для тех же, кому актуальнее индивидуальная консультация или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. Желаю вам шикарного Нового года. Пусть 2025 год будет для вас годом подъема, достижения новых вершин, счастья, удачи, любви и благосостояния. Пусть так и будет. Услышимся в следующих видео.